Каждый вечер лесник Александр любовался пейзажами снежного леса, в котором он работал. Беззаботная красота природы всегда пробуждала в нем чувство покоя и умиротворения. Он медленно прогуливался по заснеженной тропинке, наслаждаясь свежим воздухом и тишиной, которая витала вокруг. Таинственная тишина была нарушена внезапным звуком, носящимся среди деревьев. Александр замер на месте, напрягая слух. Звук казался все ближе и ближе, и внезапно из-за поворота направлялся прямо на него грозный силуэт. Волк. Александр почувствовал, как ужасный холод пробегает по его позвоночнику. Он был абсолютно беззащитен перед этим бесстрашным созданием. Волк притормозил перед ним, закидал землю снегом при спуске, рыча и выказывая агрессию. «Что я должен делать?» — опросил он себя, пытаясь сохранить спокойствие. Ему были известны случаи нападения волков на людей, но он никогда не сталкивался с таким лично. Впервые он пожалел, что взял только нож с собой, а не ружье. Но, к его удивлению, волк не принялся к нему приставать. Вместо этого он внезапно остановился и начал облизывать руки Александра. Это была необычная ситуация. Волк, который выглядел страшным и враждебным, не только не атаковал его, но и проявлял некоторую доброту. Это было странно. Тогда вспомнилось Александру, что некоторое время назад, гуляя по тому же лесу, он обнаружил в лесной яме запутавшегося в капкан молодого волка. Раздумывая секунду, он решил помочь ему. Он освободил волка и спас его жизнь. Естественно, он не ожидал вознаграждения, но все-таки помог маленькому животному. И вот этот самый волк встал перед ним, воздавая ему должную благодарность. Александр улыбнулся и почувствовал глубокую радость. Во всех своих годах службы он никогда не ожидал, что его деяние было так благотворно для животного. Волк был очень радостным. Он напрыгнул на лесника и начал лизать лицо. Волк был благодарен леснику за спасение. В мгновение ока Александр осознал значение этой встречи. Это было полное взаимопонимание между людьми и дикой природой. Нечто драгоценное, что нужно сохранять и ценить. Волк мог бы атаковать его, но вместо этого он решил войти в контакт и выразить благодарность. Волк смог видеть за инстинктами внутренней сущностью лесника, его доброе сердце. Чувствуя себя особенным, Александр сделал некоторые шаги назад, чтобы облегчить подход волка. Волк посмотрел на него одним глазом, улыбнулся и побежал вглубь леса. Александр продолжил свою прогулку, также улыбаясь. Он понял, что непредсказуемость природы — это часть прекрасного и волшебного опыта, которого можно достичь в чистом и нетронутом лесу. Встреча с волком заставила его задуматься о том, как важно уважать и беречь природу. Некоторые моменты делают наши жизни ценными, и этот случай с волком был таким моментом для Александра. Он почувствовал себя связанным с природой на уровне, который редко случается в повседневной жизни. Это призывало его сохранить природу и искать новые пути, чтобы помочь ей выжить и процветать. И погружаясь в глубокие мысли, Александр продолжал свое путешествие, зная, что в этом снежном лесу он нашел не только магию и взаимопонимание, но и внутреннюю мудрость, способную раскрыть гармонию естества и людей. Александр ощутил глубокую внутреннюю перемену. Он осознал, что его встреча с волком стала символом нового пути, который он должен идти. Больше не только защищать лес от опасностей или выполнять свои профессиональные обязанности, но и стать настоящим хранителем природы. Волк подарил ему не только благодарность, но и новое понимание своего предназначения. Теперь каждый день Александр вспоминал о своей встрече с волком и о той взаимной связи, которую они испытали. Он стал активным сторонником экологических инициатив, проводил образовательные программы для молодежи о важности сохранения природы и стал спонсором различных проектов по охране окружающей среды.
Он писал лекции, статьи и книги о значимости каждого человека в сохранении биоразнообразия и природных ресурсов. Александр мечтал о том, чтобы люди во всем мире осознали свою ответственность перед природой и приняли активное участие в ее сохранении. Волк стал символом его новой миссии. Он открыл Александру новые пути и возможности, помог ему взглянуть на мир с новой стороны. Каждый раз, когда Александр встречался с трудностями или сомнениями, он вспоминал о волке и его благодарности. Это давало ему силы и уверенности и продолжало наполнять его добротой и смыслом. Александр не знал, что именно его ждало впереди, но был уверен, что с его опытом и страстью к делу он сможет сделать вклад в сохранение природы и восстановление взаимоотношений человека с ней. Встреча с волком открыла в нем не только новые горизонты, но и новые возможности для изменений в лучшую сторону. Продолжив свое путешествие в глубины леса, Александр чувствовал себя более сближенным с природой, чем когда-либо раньше. Его сердце наполнилось умиротворением от окружающей тишины и красоты, которая сияла в каждой детали этого нетронутого уголка природы. Он продолжал наслаждаться запахом сосен и свежим воздухом, зная, что каждый момент здесь особенный и неповторимый. Каждое дерево, каждая травинка, каждая птица, каждая дикая живность заслуживала его внимания и уважения. Все его заботы и проблемы растворились в этом таинственном лесу, и он почувствовал, что такое состояние гармонии с природой помогло ему осознать свою собственную внутреннюю сущность. Он понял, что человек и природа так тесно связаны между собой, что одно без другого существовать не может. Александр остановился на мгновение, чтобы вдохнуть глубже и воссоединиться с миром вокруг него. Он осознал, что не только волк выразил свою благодарность, но и сам лес даровал ему неподдельную радость и внутренний покой. Этот волшебный опыт с волком стал для него напоминанием о важности сохранения природы и бережном отношении к окружающей среде. Он пообещал себе, что будет действовать, чтобы защитить этот лес и принести больше взаимопонимания и гармонии между людьми и природой. Александр продолжал свое благоподное дело, глубоко погружаясь в работу доброго лесника. Он проводил много времени в лесу, изучая его секреты и стараясь узнать больше о живущих в нем существах. За эти годы он нашел множество способов помочь животным, растениям и окружающей среде. Обнадеживающие результаты его труда были очевидны. Лес, который раньше был заброшен и истощен, начал оживать. Животные возвращались в свои натуральные среды обитания, а воздух наполнился запахом свежести и жизни. Александр был полон гордости за свою работу и благодарности к природе, которая позволила ему быть частью этого дивного процесса восстановления. Он стал активным защитником окружающей среды, объединяя местных жителей и привлекая внимание к проблемам природы. Летом он проводил экологические лагеря для детей, где он учил их ценить и беречь окружающую среду. Он путешествовал по деревням и городам, делясь своими знаниями и вдохновляя других к действию. Александр также работал над разработкой новых программ и инициатив, направленных на сохранение природы. Он сотрудничал с учеными и специалистами, чтобы создать систему охраняемых зон и механизмы контроля за разрушительной деятельностью человека. Он стремился создать сбалансированную и устойчивую экосистему, где каждое существо имеет свою роль и значимость. А так, за годы его работы лес преобразился. Он стал местом гармонии и взаимодействия между людьми и природой. Люди приходили в лес не только для отдыха, но и для обогащения своих знаний и ощущений. Волки, олени и многие другие виды вновь стали частью этого магического уголка природы, благодаря усилиям и преданности Александра.
И так, благодаря одному встречному моменту в лесу, всю жизнь Александра изменилась. Он открыл для себя новый путь, где его страсть и преданность природе оказались в гармонии, сливаясь в единое целое. Он стал источником вдохновения для других людей, показав, что каждый из нас имеет возможность внести свою лепту в сохранение этого прекрасного и уязвимого мира природы. Таким образом, Александр продолжил свое путешествие, сохраняя в сердце теплые воспоминания о встрече с волком. Он знал, что время от времени ему придется возвращаться в этот лес, чтобы напомнить себе о красоте и великолепии природы, а также о связи, которая существует между всеми живыми существами. Ведь только в гармонии с природой мы можем обрести настоящее счастье и понимание нашего места в этом мире. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.